Piedra, papel o tijera, ya. Хорошо. Piedra, papel o tijera, ya. Тимоша первый. Давай. Педро, папеля, тихера, ща. Я последний. Раз, два, три, четыре, пять. Конъюнктут и ориенталь. Конъюнктут. Что, вот он конъюнктут. Конъюнктут и конъюнктан. Вот. Я теперь его. Блин, чуть мне не везет. Три. Погодите. У меня остались только желтенькие, на которых совсем чуть-чуть домов. У Сани осталось 2 зеленых. Тоже у него немного отелей. И синяя одна. И все остальное у Тимофея. Я хочу дать. В следующий раз будем играть на плойке. Привет, красотки! Я начинаю этот влог с похода в бассейн. У нас очень жарко на улице. И мы сегодня собрались с мальчиками в бассейн. Уже, на самом деле, скоро собираемся домой. В общем, мне тяжело записывать, потому что Даниэль бегает около края, и мне очень стрёмно. Блин, сейчас не было. Он потому что тогда покатился. На полезный перекус мы остановились, пока нас папа сейчас еще не забрал из бассейна. Папа сейчас приедет, да. У нас сегодня утро вторника, и у меня помимо работы сегодня и мамских дел куча домашних дел. Я себе запланировала всякие стирки, уборки и тому подобное, потому что завтра я уезжаю к своей подружке на ночевку. Я даже еще не знаю, на сколько дней, либо на 1 ночь, либо на 2 ночи, я решу уже там по факту. Вот, так что, а Тима в этот момент уезжает к своей подружке, ну, а Саша без подружки остается дома один. Я хотела бы прибрать квартиру, в общем, все постирать, чтобы потом вернуться в чистую квартиру. Вот, так что сегодня у меня такой день уборки, день готовки. Не, готовки я же не готовлю. Короче, день уборки и стирки, вот. Если честно, я так сильно устала от этого быта, от вот этой уборки и вечно разбросанных вещей. Я не знаю, как там у всех, но у нас, по сути, получается, что практически вся семья, а сейчас уже, когда летние каникулы, у нас вся семья на протяжении 24 часов дома. И у нас чисто дома не бывает никогда. Ну вот я уберусь, например, и вот приходит семья с прогулки, проходит 30 минут, и ощущение такое, что я не убиралась. И я так от этого устала, что у меня снова развивается мой приступ минимализма, осознанного потребления и выкидывания всех вещей, да, полного расхламления. Я, конечно, в целом вот эту привычку расхламляться и перебирать вещи, выкидывать то, что мне уже не актуально, то, что сломалось, в целом оно у меня присутствует на обычной рутине. Но сейчас я начинаю задумываться о том, что мы покупаем некоторые вещи, а потом тратим время на их уход за ними. Я сейчас не говорю про технику, которая, например, упрощает быт, как робот-пылесос, как беспроводной пылесос, как там посудомойка, я не знаю, или что-то еще, там чайник помыть, да. А я сейчас говорю про какие-то такие вещи, без которых в целом можно и обойтись, но они в целом все равно занимают место. Например, там кружечка. Я иду в магазин и говорю: вау, какая красивая кружечка, стоит там всего лишь $5. Дай-ка я ее куплю. А за этой кружечкой нужно ухаживать, то есть ее надо мыть. И, скорее всего, если у меня, например, только одна кружка для чая, да, то если я хочу сделать в нее кофе, то я ее помою. А если у меня 2 кружки, в одной уже там, например, чай, да, то я просто возьму вторую, налью туда кофе, а потом мне придется помыть не 1 кружку, а 2 кружки. Даня, давай плавать. Вот так, смотри. Я к тебе. Не хочется. Ты говоришь, что я с этой стороны к тебе. Во всем в Оксфорде.
Я возвращаюсь к своему диалогу, монологу точнее, о как раз-таки минимализме. Так вот, и вроде как, окей, ладно, помыть эту кружку там каждый день можно, но эта кружка занимает место, она занимает место на полке. Когда ты убираешься, это занимает у тебя больше времени для уборки. Да, что, например, убрать эту кружку, переставить. Потом, если ты переезжаешь, то опять же тебе эту кружку надо тащить с места на место. И в целом получается, что эта кружка там за 5 этих долларов за цикл своей жизни отнимает у тебя просто кучу времени. И так можно провести в целом совсем, там, например, игрушки, да, купить кучу каких-то китайских, там, детских игрушек ребенку, а потом каждый вечер, там, по полчаса, по 20 минут их собирать, сортировать по ящикам, например. В общем, вот такие у меня мысли в последнее время посещают меня. Вообще, в целом, я в последнее время как-то очень философски стала размышлять о всяких жизненных штуках, знаете, как будто бы старые уже надоело, старые уже не хочется, уже не работает, уже, просто не приносит никакой радости. А новое я еще не сформулировала для себя, да, как я хочу жить. Да, я смотрю задания, как я хочу жить, что мне нравится, какое количество вещей я хочу иметь, да, где жить, как переезжать и тому подобное. Но точно знаю и сейчас, что я хочу какой-то чистоты и минимализма не только в быту, но и в жизни, и в делах. Я наладила себе за последние несколько месяцев систему тайм-менеджмента. Мне она сейчас очень нравится. Может быть, когда-нибудь я поделюсь об этом в других видео и в целом покажу, как я совмещаю материнство, быт, себя и сколько у меня работы-то сейчас? Я уже... Три или две? 3 или 2. Вот. Так что обязательно как-нибудь я, может быть, сниму об этом видео. Но сейчас мы снова наслаждаемся последними деньками весны в бассейне. Сегодня какое-то 16-е, не знаю число, сейчас посмотрю. Да, у нас сегодня 17 у нас декабря сегодня. И 21 декабря наступит лето в Аргентине, уже через пару дней. Но на улице просто шикарная погода. А через сколько Новый год? Вообще класс. Сегодня 17-е. А через сколько Новый год? Посчитай. Новый год 31-го. Это мне. Я не хочу писать. Примерно где-то... Сейчас скажу. Этот мелкий спиногрыз. На 2 раза нам нужно было сходить сюда в бассейн, походить за ручку, и все. И вот он теперь ходит, ничего не боится. Скоро уже, скорее всего, начнет нырять с головой и прыгать. В общем, просто у Даниэля 0 инстинкта самосохранения или что-то подобного. Это отсутствует у него. Ну что, тебе нравится? Дани, тебе нравится? Бах! Тебе нравится купаться? Даниэль, когда мы только переехали из Мар-дель-Платы в Буэнос-Айрес, он начал ходить в детский сад, естественно, на испанском языке. Но потом мы его забрали, получается, где-то через полгода из детского садика. И все. И сейчас у него каких-то таких взаимодействий с людьми, которые прям разговаривают только на испанском, у него особо нет. Но когда, например, мы гуляем, или к нему подходит там какая-то женщина, бабулька, она начинает с ним разговаривать, и по его реакции видно, что он понимает, что ей говорят. Иногда он ей отвечает, но отвечает на русском языке. Это очень мило. Иногда он нам отвечает на испанском языке. В общем, хоть вот получается в данный момент у него нет никаких взаимодействий на испанском языке, но вот эти вот месяцы в аргентинском детском саду что-то ему туда заложили, и вот он в целом что-то осознает, что-то понимает. Очень интересно следить, конечно, за его маленькой жизнью и маленькими победами. Фотографирую. Улыбайся. Кто там? Печеньки покидали, да, малькам покушать? Где они? Что-то их смыло.
Так, я сейчас собираю вещи. Даня помогает мне, убирает катышки с моего топика. Я сейчас часа через 2, наверное, поеду на эпиляцию, а потом приедет Саша, привезет детей. Тима поедет к своей подружке до пятницы, а я пойду к своей подружке до пятницы. Я это уже говорила, кажется, вчера. Вот, так что я сейчас собрала вещи в целом. Перед числом сегодня. В целом собрала уже вещи. Осталось круто провести время. Так, я сходила на эпиляцию. Сейчас я жду, когда Саша меня заберет. И я хотела вам показать здание, в котором я хожу на эпиляцию, короче, где снимается кабинет мой мастер. Хотела вам просто показать, потому что оно очень красивое, очень необычное, таком с аргентинскими нотками. Тут получается ворота, там уже улица. Ну, здесь что там? Там арка. И как раз мы заходим сюда. Здесь вот несколько кабинетов. Я хожу вот сюда. Лестница. Люстра. Камин. Очень красиво. Мне так нравится. Прям как будто вот-вот и отсюда цари выйдут. Но что здесь может быть аргентинское? Сейчас я вам покажу. Вот это. Вот это. Вот это. И здесь снова провода. И вот тут провода. И вот тут провода. Да, вот здесь ребята не заморачиваются. И к той эстетике, которую делают в России, да, здесь она вообще не такая. Здесь все живут очень легко, никто ни над чем не заморачивается. Поэтому если торчат провода, в целом у тебя все хорошо. И вот так здание выглядит с внешней стороны. Очень мне нравится. Вот эти растения мне тоже очень нравятся. Ну, и улица Буэнос-Айреса. И ничего не меняется. Он автобус перегородил всю дорогу, потому что он не может вырулить. Что тоже каждый день здесь происходит. Ничего нового. Ты не успела. Нормально? Скажи, это Сфоткай его. ты же так не хотел. Да, давайте все пососем сосу. Доброе утро, красотки. У нас сейчас 8 утра. Я сейчас нахожусь у своей подружки дома. Мы уже проснулись. Сейчас будем завтракать. И пойдем, наверное, гулять. Я сейчас в Буэнос-Айресе. Скажи привет! Оля! ¿Qué tal? Это кто это тут такой сидит? Даника мой? Да? Мы сейчас гуляем, у нас тут в парке. Скоро пойдем домой, чтобы положить детей на дневной сон. Сами посидим, поработаем. И потом вечером, наверное, тоже куда-нибудь выйдем погулять. Все, садись, Мишелька. Давай. Давай, скатывайся скорее. Мама ловит. Мама ловит. Маму! Аккуратно, аккуратно, Даня едет. Ура! Такие волосы. Мы положили спать детей. Точнее, мой уже спит, а Сашины еще не спят. Заказали себе суши. И сейчас будем с девочками проводить прекрасный вечер. Вот это мои самые любимые суши в Буэнос-Айресе. Когда жили в Буэнос-Айресе, мы заказывали только вот их. Не знаю, сейчас они еще закрыты. Я не буду их открывать без Саши.
Посмотрим, как они будут в этот раз.